Для большинства Сакамото самый популярный и красивый парень в школе. Он все делает круто. Школьные задания, обеды и даже наказания. И все девчонки от него без ума. Но есть и кучка хулиганов, которые недовольны и завидуют Сакамото. Ацуши, Марио и Кенкин жалуются, что Сакамото ведет себя слишком круто и нравится всем девчонкам. В итоге они шутят о том, какие они красавчики, несмотря на то, что им по 30 лет и их ударили сковородой по лицу. Они придумывают план, как опозорить Сакамото, повесив над дверью грязный ластик для доски. Но когда Сакамото заходит, он ловит его как босс. Он здоровается со всеми, сводя с ума всех девчонок, и уходит в суши-бар, а его друзья смущаются. Затем Сакамото идет в туалет, и трое хулиганов следуют за ним. Они брызгают водой в его кабинку, думая, что намочили его. Но Сакамото, король всех парней, готов к этому. Он выходит с зонтиком, шокируя идиотов. Затем они выбрасывают парту Сакамото из окна. Надеясь, что он не сможет сидеть на уроке, все девчонки сходят с ума и приглашают его сесть с ними. Сакамото отказывается, открывает окно и садится на подоконник, сводя девчонок с ума. Сакамото говорит учителю начинать урок, а Саси и Марио расстраиваются, потому что их план не сработал. Тогда хулиганы решают, что есть только один выход – избить Сакамото. Сакамото убирает парту, когда к нему подходит парень и говорит, что учитель просит его помочь в лаборатории подготовиться к завтрашнему уроку. Когда Сакамото приходит в лабораторию, трое хулиганов с разбитыми лицами нападают на Сакамото и связывают его. Они начинают говорить о том, чтобы причинить ему боль, например, использовать химикаты или выставить его дураком, отправив фотографии всем девчонкам. Ацуши даже нравится идея с позорными фотографиями, и он начинает их делать. Но парням нравится травить легкие в лаборатории, и это приводит к пожару. Они не могут его потушить и пытаются уйти. Но дверь заблокирована упавшей метлой. Ацуши пытается позвать на помощь, но его телефон разрядился. Все пугаются, но Сакамото делает какие-то движения в сторону. Марио думает, что он пытается создать сквозняк, чтобы потушить огонь. Трое парней копируют Сакамото, чтобы помочь потушить огонь. Но шум доходит до учительской внизу. Учитель по имени Какуда поднимается и видит, как они прыгают вокруг огня. Он в замешательстве, но сначала использует огнетушитель, чтобы потушить огонь. Затем он спрашивает Сакамото, что они делают. Сакамото объясняет, что они застряли в лаборатории и случайно начался пожар. Поэтому он решил пошуметь, чтобы привлечь внимание учителя. Какуда спрашивает, зачем они там были, но Сакамото врет, что учил их пользоваться спиртовкой. Учитель хвалит его за то, что он хороший друг, но просит написать записку с извинениями. Хулиганы впечатлены и решают признать поражение. Даже Марио и Кенкин говорят, что Сакамото украл сердце Ацуши. Ацуши не спорит и просто признает, что Сакамото крутой, и остальные соглашаются. На следующий день Сакамото идет в школу со своим зонтиком и птицей. Сильный ветер превращает их в соперников, кто из них быстрее. Из-за сильного ветра вокруг начинают летать разные предметы. Сакамото легко уворачивается от летящего в него предмета, но птицу затягивает в воронку. Сакамото бросается на помощь, чуть не падает в реку, но вместо этого приземляется на камень. Затем он использует свой зонтик, чтобы взлететь и спасти птицу. И вот, когда он спасает птицу, дождь внезапно прекращается, и птица улетает. Он успевает прийти в школу вовремя и замечает парня по имени Сьерра, который хвастается перед девчонками. Он говорит, что он модель-любитель для журналов и предлагает девочкам уроки моды на неделю. Девочки вежливо отказываются от его предложения. Внезапно в комнату врывается девушка и кричит о газете. Оказывается, в газете есть статья о шторме, и Сакамото на обложке выглядит так, будто летит, спасая птицу. Это приводит его одноклассниц в восторг. Увидев это, Сьерра очень злится, потому что Сакамото всегда привлекает к себе внимание и решает положить этому конец. В течение дня Сьерра пытается разными способами затмить Сакамото. В классе он пытается убрать стул Сакамото, когда тот собирается сесть после ответа на вопрос. Но Сакамото садится на воображаемый стул. Во время занятий спортом Сьерра постоянно промахивается, пытаясь попасть мячом в Сакамото. Затем он пытается заставить Сакамото использовать сломанный фонтанчик с водой. Но это не срабатывает. Сакамото выглядит еще круче, когда на него льется вода. Вернувшись в класс, Сьерра размышляет, что каждая попытка затмить Сакамото делает его еще более фантастическим. Он обдумывает свой следующий шаг, когда влетает огромная пчела. Девочки пугаются. Сьерра видит в этом свой шанс. Девочки выбегают на улицу и запирают всех мальчиков в классе. Мальчики начинают раздеваться, чтобы справиться с пчелой в классе. Но Сакамото, следуя совету учителя, остается спокойным. Когда пчела садится на волосы Сакамото, Сьерра пытается ее прихлопнуть. Но Сакамото быстро перенаправляет пчелу на Сьерру. Сакамото использует компас, чтобы сразиться с пчелой. Это тяжелая битва, но Сакамото использует компас как палочки для еды, чтобы поймать пчелу и выпустить ее на улицу.
Неожиданные навыки Сакамото в обращении с пчелами поражают всех, а Сьерра смущается. На следующий день Сакамото забирается на дерево, чтобы покормить птицу и поздороваться. Но птицы нигде нет. Затем Сакамото видит, как Кубота дает деньги каким-то хулиганам. Сакамото подходит к Куботе и спрашивает, что происходит. Кубота говорит, что это не его дело, и признается, что платит хулиганам, чтобы они его не трогали, потому что боится их. Сакамото жалеет Куботу и уходит. Кубота злится и говорит, что Сакамото пришел только поговорить, а не помочь. Сакамото говорит, что деньги Кубаты все равно ему помогут. Но Кубота не выдерживает. Он признается, что врал маме, что ему нужны деньги на разные вещи, а на самом деле отдавал их хулиганам. Сакамото возвращается и говорит, что у него есть идея, как помочь. Да, устроиться на работу в фастфуд, чтобы заработать денег. Нацуяма появляется в фастфуде. Она отвечает за обучение новых неудачников и ставит Сакамото за кассу, потому что он симпатичный. Кубота должен убирать и жалуется, что никогда не хотел работать. Он придумывает новые отговорки, чтобы получить деньги от мамы, и планирует уволиться. Но Нацуяма говорит ему работать быстрее, и он ворчит, спрашивая, почему он должен работать, чтобы расплатиться с хулиганами. Внезапно на кухне становится многолюдно, и Кубота выглядывает на улицу и видит длинную очередь женщин, ожидающих, чтобы купить еду. Нацуяма говорит Куботе продолжать быть неудачником и начать жарить картошку. Кубота говорит, что не умеет, но Нацуяма настаивает, чтобы он попробовал. Сначала у него ничего не получается, но потом он осваивается. Когда все заказы готовы, Нацуяма думает, что, может быть, Сакамото привел всех клиентов. Она также хвалит Куботу за его потрясающие навыки жарки, и он краснеет. Это заставляет Куботу с еще большим энтузиазмом учиться готовить другие блюда, и мальчики получают постоянную работу и зарплату. Кубота говорит Сакамото, что пойдет в парикмахерскую со своими деньгами, а Сакамото планирует купить транспортир. На следующий день 30-летние неудачники из старшей школы приходят в ресторан. Ацуши заказывает еду, а затем смущенно просит Сакамото улыбнуться на вынос. Вскоре появляются хулиганы, которые пристают к Куботе. Кубота пытается спрятаться, но они замечают его и начинают над ним издеваться. Сакамото вмешивается и спрашивает об их заказах. Сделав заказ, один из хулиганов говорит Куботе встретиться с ними в парке. Поэтому после работы Сакамото решает пойти за Куботой. Кубота встречается с хулиганами, которые требуют деньги. Кубота собирается отдать им свою зарплату, но вспоминает, что Сакамото говорил о том, что деньги не всегда защищают. Кубота отказывается, говоря, что он много работал за эти деньги. Это злит хулиганов, и они начинают его избивать. Но Кубота держится за свои деньги, решив их защитить. Внезапно на помощь приходит Сакамото. Сначала он использует технику ветра без направления, дуя в ухо хулигана через соломинку, из-за чего тот начинает вести себя как сумасшедший. Затем он брызгает сиропом от жвачки в глаза другому хулигану. Сакамото говорит Куботе что-нибудь сделать. И Кубота храбро использует свой прием между булочками, чтобы ударить хулиганов. Затем он хватает песок и бросает его в них, заставляя хулиганов в страхе убегать. Кубота благодарит Сакамото за то, что тот научил его постоять за себя. Но Сакамото игнорирует его и уходит, потому что ему нужно вернуться на работу. На следующий день Сакамото общается с Анной, которая пытается привлечь его внимание. Обычно она привлекает внимание парней и вызывает зависть у некоторых девушек. Но Сакамото не обращает на нее внимания и сосредоточен на учителя. Это расстраивает Анну, потому что, несмотря на все ее очарования, Сакамото – настоящий Сигма. Она хочет, чтобы он ее заметил. Сначала она пытается сблизиться с ним и просит помочь с учебой, садясь рядом с ним. Но она не может приблизиться к нему, поэтому садится перед ним. Она пытается с ним подружиться и спрашивает его полное имя. Но Танака, одна из девушек, которая ее не любит, царапает доску, и она не слышит его. Затем она пытается копировать движения Сакамото, чтобы подружиться с ним, но он слишком быстр для нее. Не имея выбора, она пытается вызвать у него ревность. Она уходит, говоря, что пойдет знакомиться с другими парнями. Внезапно Сакамото встает. Она думает, что ей это удалось, и он собирается ее остановить. Но Сакамото смотрит на собаку на беговой дорожке. Расстроенная неудачными попытками привлечь внимание Сакамото, она решает сыграть в игру Какури-сан, похожую на спиритическую доску. Танака и Иги присоединяются, чтобы позлить Анну. Сакамото предлагает посмотреть, но не играть, что еще больше расстраивает Анну. Во время игры девушки задают смешные вопросы о намерениях Анны, но она умело манипулирует монетой в свою пользу. Во время своего хода в игре она спрашивает, кто нравится Сакамото. Все три девушки пытаются сдвинуть монету, чтобы написать свои имена, но случайно подбрасывают монету в воздух, и она падает на пол. В игре есть правило, что если они отпустят монету, то будут прокляты. Анна обращается за помощью к Сакамото, но монета падает перед ним, и внезапно он оказывается во власти духа Какири-сан. Сакамото начинает вести себя как сумасшедший, и она просит духа уйти. Дух говорит, что уйдет, только если девушки построят священную арку высотой 6 футов за 20 минут, иначе он заберет тело Сакамото в горы. Девушки спешат построить арку из столов, пока не истекло время, и просят Анну помочь.
Она отказывается, говоря, что никогда не поднимала ничего тяжелее стула. Яги ругает ее, говоря, что если она откажется, то согласится, чтобы Сакамото забрал дух Какури. Танака и Иги складывают столы, один чуть не падает на Яги, но она спасает ее, говоря, что помогает только ради Сакамото. Вместе девушки заканчивают складывать столы, чтобы построить арку. Позже дух использует столы, чтобы подняться на вершину. Внезапно Сакамото просыпается, не понимая, как он там оказался. Она рада, что с ним все в порядке. А Яги и Танака понимают, что она не такая плохая, как они думали. Они все вместе идут домой. Но затем Сакамото признается, что все это было его планом, чтобы помочь девушкам подружиться. Он использует свой секретный прием, сброс позиции, чтобы все вернуть на свои места. Через несколько дней мы узнаем, что Сакамото стал мальчиком на побегушках у хулиганов второго года обучения. Мараяма объясняет Хаябусе, лидеру группы, что Сакамото потрясающий. Сакамото слышит свисток Мараямы и влетает в класс с метлой, подавая обеды так круто, что это впечатляет старшеклассников. После этого Сакамото встречает Кубату, который удивляется, почему он выполняет поручения Мараямы. Сакамото говорит, что это должно закалить его характер. Кубата говорит Сакамото, что они используют его, обращаются с ним как с инструментом. Но Сакамото считает, что нужно уважать старших, даже если разница всего в 1 год. Кубата не совсем согласен, но их прерывает свисток Мараямы, зовущий Сакамото. Когда Сакамото подходит к Мараяме, тот просит его выпить. Сакамото стильно подходит к автомату и покупает любимый напиток Мараямы. Другие старшеклассники тоже хотят выпить, и Сакамото с радостью покупает им напитки. Так что Мараяма продолжает просить Сакамото принести ему еще что-нибудь. Сначала он хочет одолжить у него спортивную форму, потому что забыл свою. Но вместо этого Сакамото делает ему новую. Мараймо становится звездой на поле. Мараяма просит еще об одолжениях. Почистить обувь, сходить на занятия, сделать массаж, побрить бороду и подстричь ногти. Но Хаябуса начинает говорить, что он становится ленивым и слишком зависимым от Сакамото. Но Мараяма защищается, говоря, что это все для того, чтобы помочь Сакамото повзрослеть. Позже Мараяма снова зовет Сакамото. Но на этот раз он не знает, какие задания ему дать. Мараяма предлагает Сакамото придумать, как облегчить ему жизнь. Сакамото серьезно относится к этому и оказывает неожиданную помощь, например, приносит туалетную бумагу и греет обувь Мараямы. Но когда Сакамото пытается помочь ему еще больше, предлагая отвезти его домой на тележке, Мараяма чувствует себя подавленным и прячется, думая, что Сакамото сошел с ума. Он прячется и зовет Хаябусу на помощь, но Сакамото находит его. Мараяма пугается и кричит, что не хочет такого внимания. Но Сакамото использует свой секретный прием «Ночевка у Джима», чтобы сделать кладовку удобным местом для сна Мараямы на эту ночь. Он предлагает еще больше услуг для лучшего отдыха, и Мараяма начинает умолять Сакамото остановиться. Позже в школьной столовой Мараяма шокирует всех, покупая себе еду. Первокурсники, которые раньше выполняли его поручения, не верят своим глазам. Тем временем Сакамото сидит за другим столиком. Он обедает с Кубатой. Кубата спрашивает, как идут дела с поручениями, и говорит, что его уволили, думая, что это из-за того, что он ужасный певец. После уроков Сакамото идет к Кубате домой, чтобы помочь ему с домашним заданием. Мать Кубаты Шидзими любезно приносит им еду и спрашивает, здесь ли Сакамото. Прежде чем она входит, Кубата говорит Сакамото спрятаться под кроватью. Когда она входит, она не видит Сакамото и уходит, ругая Кубату за то, что он снова пригласил Сакамото. Кубата объясняет, что его мать влюбилась в Сакамото 2 недели назад. Где мы уже видели такую историю? Сакамото получил отличные оценки и сдал экзамены, а Кубата провалился. Поэтому Кубата просит Сакамото помочь ему с учебой, и Сакамото соглашается. Кубата приводит Сакамото к себе домой, и когда Шидзими видит Сакамото, она влюбляется в него и начинает за ним ухаживать. Поэтому они решают, что Сакамото должен прятаться, когда она приходит. В настоящем Сакамото все еще занимается с Кубатой и хочет научить его химии. Кубата понимает, что забыл свою книгу в школе и спешит за ней, отдавая Сакамото свой мобильный телефон на случай чрезвычайной ситуации, потому что у Сакамото его нет. Позже Шидзими узнает, что Сакамото в доме, и начинает искать его повсюду. Сакамото использует свои навыки прятаться и выбирает самые любопытные и секретные места в доме. Когда мама уже готова сдаться, Кубата звонит Сакамото со своего мобильного телефона и выдает его укрытие. Женщина спешит найти его, но Сакамото ускользает. Она идет по его следам на балкон, где Сакамото обманывает Шидзими, заставляя ее думать, что он ушел. Используя самодельную веревку, Шидзими сдается и смотрит фильм, где актер похож на Сакамото. Сакамото, чувствуя эмоции Шидзими, придумывает план и ждет, пока фильм закончится. Затем он появляется и начинается новая погоня. Но Сакамото заранее записал себя.
Он вставляет диск в проигрыватель и прячется за телевизором, заставляя ее поверить, что он часть телешоу и его нельзя трогать. Успешно обманув ее, он прощается и просит ее позаботиться о сыне. В этот момент входит обеспокоенный Кубота, видит свою мать в слезах и утешает ее. С того дня Сакамото помогал Куботе только в библиотеке. Тем временем она продолжает тосковать по Сакамото, живя горько-сладкой историей любви. Начинается новый день, и учитель физкультуры Какута стоит у школьных ворот. Он говорит всем детям поторопиться, потому что скоро прозвенит звонок. Когда звенит звонок, он быстро закрывает ворота. Он пытается поймать Сакамото, чтобы тот опоздал в школу, потому что Сакамото всегда приходит в последнюю секунду. Сакамото появляется с бамбуковой палкой, и Какута беспокоится, что он может перепрыгнуть через ворота с палкой. Какута пытается остановить его, но Сакамото обманывает учителя, бросает палку и проскальзывает в приоткрытые ворота, не опоздав. Как настоящий крутой парень, Сакамото даже говорит, что украсил вход бамбуком, потому что он выглядел слишком скучно. Какута злится и нервничает из-за того, что появляется в последнюю минуту, и решает следить за ним, чтобы он не нарушал правила. Он замечает Сакамото с какими-то озорными детьми и ожидает неприятностей. Но они просто играют с мыльными пузырями. Затем Какута ловит Сакамото, который, кажется, бездельничает с метлами, но одноклассник говорит, что он творчески убирает пыль. Затем Какута решает отругать Сакамото во время следующего урока. Какута начинает говорить о личном воспитании, но он очень нервничает, потому что все ведут себя хорошо. Сакамото же готовит что-то во время урока, делая вид, что это просто развлечение. Какута ждет подходящего момента, чтобы Сакамото попробовал еду и наконец-то получил нагоняя. Когда он откусывает кусочек риса, Какута вскакивает, чтобы отругать его, и отправляет в коридор подумать об этом. Но Сакамото успевает схватить немного риса, прежде чем уйти. Хотя Какута доволен этим, он хочет убедиться, что Сакамото думает о своем поведении. Выйдя на улицу, он видит, как Сакамото кормит больного воробья рисом. Оказывается, Сакамото притворился хулиганом, чтобы помочь птице. Какута возвращается в класс со слезами на глазах, потому что Сакамото позволил себе попасть в неприятности, чтобы накормить бедную птичку. На следующий день Какута снова стоит у ворот. И Сакамото появляется в последнюю секунду перед тем, как дверь закроется, как обычно. Какута решает подождать, но Сакамото вместо того, чтобы просто войти, делает сумасшедший трюк и проскальзывает под ним. Это выводит Какуту из себя, и он кричит Сакамото, чтобы тот перестал скользить и шел в класс. Далее идет урок рисования, и учитель просит учеников разделиться на пары и нарисовать друг другу лица. Все девочки хотят быть в паре с Сакамото, но Айна приходит первой и просит его. Он соглашается, и все девочки собираются вокруг, чтобы нарисовать Сакамото. Айна сидит прямо перед ним и очень счастлива, потому что думает, что Сакамото считает ее красивой, и ей интересно, как он ее нарисует. Сакамото говорит ей, что закончил, но когда она видит рисунок, ей становится грустно. Она думает, что он видит в ней дикого орангутанга. Бедная Айна. Но знаете что? Она неправильно посмотрела на рисунок. Ее друзья показывают ей, что Сакамото нарисовал ее ангелом. Теперь Айна очень счастлива и крепко обнимает рисунок. Все девочки хотят, чтобы Сакамото нарисовал и их, и он не против. В следующей части срабатывает пожарная сигнализация и сообщают о пожаре в кабинете химии. Сакамото со своим верным свистком выводит одноклассников из здания. На школьном дворе они пересчитывают всех и понимают, что суши нет. Наверное, он застрял в туалете. Сакамото спешит спасти его, намокает и повязывает платок на лицо, прежде чем отправиться в туалет. Когда Ацуши наконец выходит, он видит, что Сакамото ползет по земле и удивляется. Сакамото говорит ему лечь и не волноваться. Затем Сакамото спасает Ацуши, спуская его на веревке из окна. Все беспокоится о Сакамото, который все еще внутри. Но сюрприз. Он собирается выпрыгнуть из окна, используя свой секретный прием – нулевую гравитацию, которую он придумал. Все рады, что Сакамото в безопасности, и даже Какута со слезами на глазах ругает его за то, что он заставил всех волноваться. Теперь действие переносится на школьный двор во время летних каникул. Варио, Ацуши и Кинкен расставляют ловушку на земле. Но тут появляется Сакамото с какими-то странными вещами в руках и в школьной форме. Мальчики в шоке, думая, что он не попадется в ловушку. Но подождите, Сакамото попадает в нее. Но когда они проверяют, его там нет. Позже они спрашивают Кабуту, видел ли он Сакамото после 3 дней поисков. Но он говорит, что нет. Ацуши становится похож на детектива и ругает Кабуту за то, что тот не ищет Сакамото. Кабута просто думает, что Сакамото развлекается от скуки. Ацуши воспринимает это как вызов и решает найти Сакамото. Они пытаются идти по его следам, но Кеннон говорит, что это займет слишком много времени. Поэтому Кеннон предлагает спросить людей, не видели ли они мальчика в школьной форме, потому что Сакамото единственный, кто носит ее во время летних каникул.
Первый, кого они спрашивают, это мужчина, который говорит, что видел, как 4 дня назад он поднимался по лестнице пешеходного моста, как по эскалатору. Затем в супермаркете женщина говорит им, что видела его 5 дней назад в отделе продуктов, где он пробовал все бесплатные образцы, как будто это был большой фуршет. Другой человек говорит, что видел, как он бросал камни, чтобы сделать круг в озере, а девушка видела, как он регулировал качели. Еще 2 женщины говорят, что видели его, но мальчики все еще не могут его найти. С наступлением вечера они грустят, курят сигареты и думают, что Сакамото, возможно, уже нет в городе. Но тут в их ловушку попадает ребенок, играющий в парке, и рассказывает маме о дыре внутри. Мальчики проверяют и находят большую дыру, которую они не копали, а рядом с ней лежит пуговица Сакамото. Они задаются вопросом, куда она ведет, и Ацуши случайно роняет пуговицу в глубокую яму и, не услышав, как она упала на дно, решает, что яма ведет в Бразилию, где Сакамото сейчас в отпуске. Он прыгает туда, чтобы найти его, хотя друзья пытаются его остановить. Тем временем Сакамото забирает свою форму из химчистки. Оказывается, он все это время был не в форме, а в белой рубашке с воротником. Он занимался разными делами. Он надевает чистую форму и уходит, потому что у него есть еще одно дело. Уже темно, и Марио и Кенкин говорят Ацуши, чтобы он вылез из ямы. Оказывается, яма не такая глубокая, как думал Ацуши, потому что он может в ней стоять. Затем появляется Сакамото и спрашивает о строительстве горячего источника, говоря, что он помог выкопать яму для него, думая, что это и есть цель ямы. Все, что может сделать Ацуши, это выкрикнуть имя Сакамото от разочарования и облегчения. Во время игры в софтбол, когда все уже расслабились, появляется Кабуто и говорит, что видел, как кто-то бросил камень в воду. Одноклассники окружают его, все взволнованы и радуются. Кабуто издалека думает, что мяч даже близко к нему не подлетит. Но знаете что? Сакамото бросает мяч так быстро и сильно, что он попадает Кабуте прямо в лицо. Вот это да! Кабуто отлетает в сетку, теряет сознание, и у него идет кровь из носа. Но не волнуйтесь, Сакамото ловит его, прежде чем он упадет на землю. И вот что, Сакамото принимает странную позу, чтобы голова Кабуты была выше его сердца, чтобы избежать проблем. Но кровь из носа не останавливается. Сакамото отрывает кусок рубашки, чтобы остановить кровотечение, и делает импровизированную повязку. Девочки в группе приходят в восторг, потому что он порвал рубашку. Это похоже на мини-драму. В следующей части 2 старшеклассников, Хаябуса и Мараяма, со своими помощниками прогуливаются по школьным коридорам. Помощники, пара первокурсников, считают Хаябусу крутым парнем с его потрясающей прической и всем остальным. Они видят, что все девочки собрались и думают, что пришла знаменитость. Но нет, девочки ждут Сакамото, относятся к нему как к рок-звезде и просят автограф на своих спортивных костюмах. Хаябуса задается вопросом, не был ли Сакамото бывшим помощником Мараймы. Когда он смотрит, то видит, что Мараяма весь в крови после встречи с Сакамото, его даже тошнит. Хаябуса спрашивает, что случилось, но Мараяма только повторяет, что Сакамото опасен. Хаябуса в замешательстве и другие помощники пытаются объяснить. Но Мараяма останавливает их, предупреждая, чтобы они не говорили о Сакамото, и говорит, что они пожалеют, если подойдут к нему. Поэтому Хаябуса решает выяснить, почему все считают Сакамото таким крутым. Позже, на уроке, Сакамото тусуется с Кабутой, который хочет получить совет по поводу своей прически. Сакамото предлагает один вариант, но Кабута хочет что-то более смелое. Затем Сьерра шутит и предлагает Кабуте подстричься на лысо. Внезапно весь класс замолкает, когда Хаябуса драматично открывает дверь и направляется к месту Сакамото. Он саркастически просит одолжить лицо Сакамото. Не поняв шутки, Сакамото делает слепок своего лица и отдает его Хаябусе, прося вернуть завтра. Хаябуса в шоке, пытается объяснить, что он не просил слепок лица, а просто хотел поговорить. С слепком лица Сакамото в руках все девочки окружают Хаябусу, желая получить его себе. Это превращается в большую битву между девочками и Хаябусой. Хаябуса задается вопросом, не является ли слепок лица Сакамото сигналом для класса напасть на него и не стал ли Сакамото главным, раз он просто сидит и ничего не делает, пока вокруг творится хаос. В конце концов, Хаябуса уничтожает слепок лица и говорит Сакамото встретиться с ним на берегу реки после школы. Все в классе пугаются, и Кабуто спрашивает Сакамото, что он собирается делать. Сакамото говорит, что у него уборка после школы, поэтому он не может пойти. Аарон Раннерс слышит это и решает дать Сакамото повод пойти на драку с их боссом. В течение дня они пытаются досадить Сакамото, например, забирают его обувь, когда он идет в туалет. Когда Сакамото выходит, он получает сообщение, что это сделал Аарон Раннерс и что он должен прийти на берег реки за обувью. Но Сакамото это не беспокоит, он просто ходит в носках. Затем они забирают его верную линейку, когда он хочет помочь девочкам повесить плакат, но даже это не раздражает Сакамото. Он импровизирует, используя идеально ровные волосы Какуты. Кажется, ничто не может вывести Сакамото из себя. Поэтому они решают сделать что-то посерьезнее и напасть на Кабуту. Посыльные хватают Кабуту, отрезают ему все волосы и оставляют сообщение для Сакамото.
Когда Сакамото находит Кабуту, тот пытается притвориться, что все в порядке, но в конце концов расплакался, потому что быть лысым больно. Сакамото получает сообщение, и на этот раз он глубоко потрясен. Сделав парик для Кабуты из мусорного пакета, он решает пойти и помочь все исправить. Наконец, на берегу реки Сакамото встречает Хаябусу, готового к драке. Как только он собирается ударить Сакамото, их останавливает полицейский, предупреждая, что драки – это преступление, и они могут оказаться в тюрьме. Сакамото пытается обмануть полицейского, говоря, что это шутка, и они играют в сбалансированную игру под названием «Толкание сумо». Полицейский верит ему и решает посмотреть, говоря, что когда-то в молодости играл в похожую игру. Хаябуса хочет все бросить, но видит решимость в глазах Сакамото и решает отнестись к этому серьезно. Начинается большая схватка, и Сакамото готовится. Когда Хаябуса бросается на него, он делает хитрый прием, отводя руки назад, из-за чего Хаябуса чуть не спотыкается. Хаябуса решает быть серьезным и атакует в боксерском стиле. Они обмениваются ударами, пытаясь оттолкнуть друг друга, но ни один из них не получает преимущества. Начинается дождь, но они продолжают драться, и Хаябуса устает. Даже когда на него брызгает вода из машины, он не сдается. Его посыльные пытаются обмануть его, но Хаябуса ругает их и говорит, что хочет победить честно. Наконец, Сакамото решает закончить бой своим секретным приемом «Стой смирно». Он стоит так, что все думают, что он собирается вызвать молнию. Они продолжают драться, а руки Сакамото подняты вверх, как антенна. Аарон Раннерс волнуется и признается Сакамото, что они забрали его вещи. Это отвлекает Хаябусу, и Сакамото легонько толкает его в такси, выигрывая игру. Оказывается, Сакамото не вызывал молнию. Он просто хотел поймать такси, чтобы отвезти Хаябусу домой, чтобы тот не простудился после их драки. Хаябуса признает свое поражение, и они все вместе садятся в такси. Полицейские уходят, довольные тем, что в городе все спокойно. В такси посыльные извиняются перед Хаябусой, а он извиняется перед Сакамото. Сакамото говорит, что примет их извинения, только если они пойдут с ним за продуктами для ужина. В конце концов, Хаябуса и его ребята идут к Кабуте домой, чтобы извиниться и принести много водорослей для его волос. Кабута предлагает устроить вечеринку с водорослями, потому что он не может съесть их один. Пока они едят, Ясинобу замечает Сакамото, сидящего за окном, и понимает почему. На следующий день в школе Сакамото собирает медицинские справки у всех в классе, кроме двоих, и относит их в медпункт. Медсестра видит, что у Сакамото высокая температура, и предлагает ему отдохнуть, но он отказывается. Вместо этого он делает крутой галстук из зеленого лука, чтобы справиться с простудой, снова очаровывая всех девочек своей крутостью. В солнечный день в школе дети играют в игру с камнями, рискуя проиграть, если камень упадет или потеряется. Они встречают Сакамото, который мастерски ведет игру. Мальчики, поначалу расстроенные, стремятся достичь уровня мастерства Сакамото в старшей школе. На следующий день они подражают Сакамото, идя по белой линии через город. Сакамото демонстрирует уникальные навыки, и мальчики встречают мужчину, через которого Сакамото легко перепрыгивает. Они следуют за Сакамото, гуляя по городу, пока не доходят до конца линии. Сакамото дарит лидеру рулон белой бумаги, который при разворачивании открывает новый путь. С наступлением ночи мальчики добираются до места встречи, местного супермаркета, где Сакамото устраивает фуршет. Лидер спешит домой, увидев свою маму, но не раньше, чем попросит у Сакамото автограф. Теперь мы встречаем Мегуми Фудзиту, представителя класса 1-2. Она любит тайком фотографировать Сакамото, потому что считает, что они из разных миров. Мегуми влюблена в него, и ей достаточно просто видеть его фотографии. Но происходит что-то странное. Когда она смотрит на фотографии, то видит призрачную женщину на заднем плане каждой из них, и это беспокоит ее весь день. Мегуми решает рассказать Сакамото, пока не случилось что-то плохое. После уроков она идет поговорить с ним, но пугается. Если она расскажет Сакамото о призраке, ей придется показать ему фотографии, которые она сделала. Мегуми долго не может решиться. Она боится, что Сакамото возненавидит ее, если узнает. Она молчит, а Сакамото уходит, потому что ему нужно кое-что сделать. Внезапно она видит, что к нему приближается ведро на колесиках. Прежде чем она успевает предупредить его, Сакамото запрыгивает на него и использует для передвижения. Мегуми думает, что за ним гонится полтергейст, и ей нужно предупредить его. Она пытается расспросить Сакамото о странных вещах, но он ничего не знает. Он просто говорит, что у Кабуты быстро растут волосы. Мегуми думает, что он не заметил призрака и не знает, как ему сказать. Затем Сакамото отвлекается на звук капающей воды. Он идет починить кран и обнаруживает, что волосы забивают его, пугая Мегуми. Сакамото убирает волосы и выбегает. Мегуми следует за ним, чтобы посмотреть, что он будет делать с волосами. Она видит, что он использует их, чтобы сделать Кабуте прическу. Волосы раскачиваются, но Сакамото уворачивается, думая, что Кабута двигается. Мегуми понимает, что Сакамото не видит опасности прямо перед собой.
Мегуми решает поговорить с Кабутой, который подтверждает, что вокруг него происходят странные вещи. Возможно, причина в том, что за ним следует дух, и Кабута предлагает Мегуми объяснить ситуацию и показать Сакамото фотографии, чтобы он увидел то, что может не заметить. Мегуми колеблется, но обдумывает совет Кабуты. Пока она размышляет, Мегуми снимает на камеру, как Сакамото играет с одноклассниками. Однако ее надежды рушатся, когда появляется она и предлагает Сакамото десерт. Не в силах вмешаться, Мегуми понимает, что в словах Кабуты есть доля правды, и у нее и призрачных фигур может быть что-то общее, символизирующее ее незаметное присутствие в мире Сакамото. Это подтверждает слова Кабуты. Просматривая фотографии, Мегуми замечает, что рот призрака меняется, как будто он пытается что-то сказать Сакамото. В спешке она распечатывает фотографии, чтобы показать ему. Она находит его и рассказывает о призраке, перелистывая фотографии как книжку-раскладушку, и говорит, что, кажется, призрак говорит: «Ты мне нравишься». Однако Мегуми вдруг понимает, что это может выглядеть так, будто она признается в своих чувствах в жуткой манере. Она пытается объяснить, что она не странная, а призрак просто хочет поговорить с ним. Сакамото слушает, но просит помочь с копированием. Мегуми начинает плакать, думая, что Сакамото теперь ее ненавидит. К ее удивлению, когда она заходит в копировальную комнату, Сакамото отвечает ей несколькими копиями своего лица, благодаря ее так же, как она думала, что он это сделал. Дует легкий ветерок, унося бумагу. Оказывается, это послание от призрака. После этого призрак перестает появляться на фотографиях Мегуми. Теперь она может фотографировать Сакамото, не прячась. Ацуши и его друзья пытаются попасть в секцию фильмов для взрослых в прокате. Они очень хотят посмотреть, что там, но пока им это не удается. На другой стороне магазина Сакамото в затруднительном положении. Анна и ее друзья загоняют его в угол и спрашивают, пришел ли он сюда по школьному заданию, чтобы взять фильм и написать о нем. Сакамото отвечает, что да, и говорит, что ищет мое лето с черпом суком. Девушки хотят посмотреть его вместе, но Сакамото отказывается и уходит искать свой фильм. Проблема в том, что Ацуши уже взял фильм Сакамото и предлагает обмен. Ацуши нужно, чтобы Сакамото достал диск из секции 18+, в задней части магазина. Сакамото соглашается, и Кули готовится к заданию. Сначала он должен пробраться в секцию для взрослых так, чтобы его никто не заметил. Он создает ветерок, проходя мимо полок, на секунду приподнимает занавеску и элегантно проскальзывает внутрь. Пока Сакамото там, его друзья начинают беспокоиться, что он не выйдет. Но вскоре он выходит, как ни в чем не бывало. Теперь самое сложное – выход. Марио рассказывает ему подробности и говорит, что Сакамото нужно избегать 3 девочек из их класса в разных секциях магазина. Сакамото выполняет план, избегая Танаку в секции с компакт-дисками, проскальзывает мимо Йоги в секции западных фильмов и пробирается через секцию научной фантастики. Когда он уже почти у кассы, он замечает маму Кубаты и меняет курс, заставляя Ацуши, Марио и Кенкина нервничать. Анна снова замечает его и громко зовет, привлекая внимание 2 других девочек. Теперь Анна, Яги и Танака преследуют его. Они спрашивают о фильмах, которые он держит, и Сакамото ловко притворяется роботом, чтобы отвлечь их. Девочки поражены его поведением и забывают о дисках, приглашая его посмотреть альбом вместе с ними. Пока они отвернулись, Сакамото хватает диск и прячется возле кассы. Ребята в восторге, потому что кажется, что у Сакамото все получится. Но когда приходит его очередь платить, босс заменяет новичка и начинает задавать хитрые вопросы, чтобы разоблачить Сакамото. Сакамото сохраняет спокойствие и добавляет еще несколько фильмов в прокат, сбивая с толку босса. Босс требует удостоверения Сакамото и засыпает его вопросами. Но Сакамото сохраняет невозмутимость. В какой-то момент он показывает часы, которые нарисовал на запястье, и босс принимает их за дорогие наручные часы. Сакамото говорит, что у него встреча с клиентом. Это сбивает с толку босса, который не может понять, студент Сакамото или работник. В конце концов, босс разрешает Сакамото взять фильм на прокат. Ребята в восторге. Позже Сакамото и Ацуши обмениваются фильмами, и Ацуши приглашает Сакамото посмотреть фильм для взрослых у него дома. Но Сакамото отказывается и говорит, что уже поздно. Его отказ заставляет ребят пересмотреть свой план, и они решают вернуть все фильмы. Теперь в школе проходит спортивное мероприятие для подготовительной школы Гакуан. Ребята из класса уверены, что победят, полагаясь на навыки Сакамото. Однако Сира прерывает их уверенность, говоря, что эти соревнования – шанс произвести впечатление на девочек из других классов старших классов. Он спрашивает, хотят ли они всегда жить в тени Сакамото. Ребята признают, что по отдельности они не могут победить Сакамото ни в одном виде спорта. Сира предлагает план – объединиться, чтобы Сакамото проиграл, и назвать это классовой революцией. Первое соревнование – это поедание хлеба, и ребята пытаются испортить хлеб Сакамото. Они туго завязывают его, чтобы он не мог легко взять его ртом. Начинается соревнование, и Сакамото лидирует.
но он застревает, пытаясь достать хлеб. К всеобщему удивлению, он использует смертельный бросок, который, по словам их учителя, делал крокодил в Амазонии. Сакамото теряет хлеб, но получает преимущество и уже возвращается к финишу. Однако он видит, что другие участники борются, и возвращается, чтобы помочь. Сакамото делится половиной своего хлеба, впечатляя всех. Даже мамы, которые хотели бы, чтобы он был их зятем. Наблюдая за этим, Сиро недоволен. Теперь пришло время для групповой гимнастики мальчиков. И Сиро полон решимости испортить выступление Сакамото. Ребята выполняют акробатический номер, в котором Сакамото должен забраться наверх, а другие ребята образуют ступеньки, но они планируют сбить его с толку. К всеобщему удивлению, Сакамото сохраняет равновесие. В итоге они образуют человеческую башню, похожую на Пизанскую башню, привлекая внимание девочек и восхищая их. К большому разочарованию Сиры. Далее эстафета, когда эстафетная палочка доходит до Сакамото. Он начинает бежать, но внезапно падает, потому что Сиро намеренно завязал ему шнурки. Сакамото быстро меняет позу, бежит как гепард и вырывается вперед с палочкой во рту. Однако, когда он передает палочку своему товарищу по команде Йоги, она выскальзывает из-за слюны Сакамото, и они отстают. Все одноклассники начинают говорить о ней плохо. Йоги чувствует себя виноватым и продолжает бежать, несмотря на неудачу. Сиро решает отказаться от участия в забеге, но когда видит, что Йоги плачет и полон решимости, ему удается догнать его и передать палочку Сире. Чтобы снять вину с Яги, Сиро показывает всем свой живот и медленно бежит, смеясь. Во время обеденного перерыва Яги извиняется перед девочками за то, что уронил палочку. Но они не винят ее. Вместо этого они критикуют Сиру за то, что он разделся на беговой дорожке, и называют его позором для класса. Сиро сидит один под деревом и ест обед, выслушивая оскорбления за свои действия. Он спрашивает Сакамото, который сидит на дереве, не собирается ли тот тоже его оскорбить. Удивительно, но Сакамото говорит, что он герой, прежде чем уйти. Когда Яги проходит мимо Сиры, она останавливается, чтобы сказать, что он круче, чем она думала, и это поднимает ему настроение. Во время подготовки к фестивалю Гакубан второкурсники собираются на лестнице. Хаябуса впечатляет всех, создав из металлолома машину для производства сахарной ваты, которая делает самую пушистую вату. Марайма сомневается в их продуктовом киоске. Но Хаябуса призывает принять уникальность. Ацуши спрашивает Хаябусу, может ли он пригласить Сакамото в киоск с сахарной ватой, но Мараяма не соглашается. Хаябуса говорит, что да, потому что хочет иметь свободу выбора друзей, в том числе и интересоваться Сакамото. Внезапно появляется другой ученик по имени Фуке, агрессивно прижимает голову Хаябусы к машине для производства сахарной ваты и спрашивает о личности и классе Сакамото. Несмотря на давление, Хаябуса молчит. И в итоге Фуке ранит Хаябусу. Затем мы видим, как ученики из класса просто тусуются в классе, занимаются разными делами. Мегуми прерывает их, говоря, что им нужно постараться для предстоящего фестиваля Гакуан. Их класс устраивает выставку с воздушными шарами в форме инопланетян. Два мальчика, Марита и Ясуда, сопротивляются, жалуясь, что никому не будет дела до их выставки, потому что все будут смотреть на выставки других классов и старшеклассников. Мегуми призывает их постараться, и тогда они смогут привлечь больше посетителей. Однако непослушные мальчики начинают издеваться и разрушать их работу. Сакамото вмешивается и накрывает статую из воздушных шаров занавеской, создавая тень, похожую на йети из воздушных шаров. Это всех воодушевляет, но они понимают, что у них недостаточно воздушных шаров, потому что большинство из них улетело к потолку с гелием. Мегуми предлагает использовать те, что на земле, и девочки начинают их собирать. Но мальчики просто ленятся. Сакамото снова приходит на помощь. Он использует метлу, чтобы превратить воздушные шары на потолке в загадочные круги. Мегуми предлагает сделать НЛО из лампы воздушных шаров. Марита и Ясуда снова начинают смеяться над идеей НЛО и даже смеются над Сакамото, когда он надевает воздушный шар на голову как шляпу. Но Сакамото использует свою смекалку, чтобы потереть воздушный шар о волосы, создавая причудливый НЛО, который выглядит так, будто похищает его, когда его волосы взлетают вверх. Пока все остальные готовятся, Марита и Ясуда, которые ничего не делали, решают уйти из комнаты. Майчан ругает их за бесполезность, и они уходят, злясь и грустя, чтобы поразмыслить на улице. Позже к ним подходит Фукаси и говорит, что они не сделали ничего плохого. А неправильно заставлять других делать то, чего они не хотят. На следующий день Мегуми и Майчан приходят в класс пораньше, чтобы продолжить работу, думая, что они почти закончили. Но когда они приходят, то обнаруживают, что все воздушные шары лопнули. Это расстраивает девочку, и другая девочка бежит показать им плакат с лицом Сакамото. Оказывается, плакаты с лицом Сакамото висят по всей школе, предлагая награду за его поимку. Все недоумевают, думая, что это розыгрыш, пока Фуке не выходит вперед и не объясняет, что это часть фестивальной игры. Сакамото, однако, не понимает, что это он на плакате, пока не узнает об этом позже.
Когда он это понимает, то начинает бежать очень быстро, и все присоединяются к погоне. В классе девочки не верят мальчикам, которые говорят, что Сакамото все испортил. Они думают, что его кто-то подставил. Мальчики не уверены, что это Сакамото, но сейчас он единственный, кого нет в их классе. Другая девочка хочет сказать, что Мариты и Ясуды тоже нет. Но они входят, сожалея о своем поведении накануне, и приносят закуски. Они также упоминают, что слышали о ситуации с воздушными шарами и приносят еще, чтобы восстановить выставку. Это всех мотивирует, и они готовятся к полудню. Тем временем Сакамото, преследуемый теми, кто за ним гонится, прячется в спектакле 3 класса -1, притворяясь деревом. Фукасия, наблюдая за спектаклем, направляет учеников проверить лес на сцене. Хаябуса и его группа приходят, спасают Сакамото и ведут его к северному зданию. Второкурсники беспокоятся о последствиях спасения Сакамото, но Хаябуса готов рискнуть. Наконец, добравшись до места, о котором говорил Хаябуса, Сакамото не понимает, что происходит. Хаябуса объясняет, что это несколько случаев, когда третьеклассник с репутацией неудачника, которому, по слухам, больше 30 лет, дважды разведен, нерегулярно посещает занятия и умеет организовывать игры. Эти игры заключаются в том, чтобы заставить популярного ученика исчезнуть, чтобы лишить его любви и уважения окружающих, и все это ради его собственного развлечения. Хаябуса советует Сакамото поскорее вернуться в класс. Вернувшись, Сакамото обнаруживает, что его одноклассники работают над выставкой. Мегуми пытается расспросить его о том, почему он опоздал, но Марита и Ясуда прерывают их, говоря, что он не должен чувствовать себя виноватым, и предлагают ему присоединиться к рабочей группе. Не сказав ни слова, Сакамото уходит. Марита и Ясуда притворяются грустными, радуясь, что их план сработал. Весь класс прерывает голос за дверью, который утверждает, что это он испортил воздушные шары, и просит называть его для конфиденциальности. Она признается, что испортила готовую выставку по прихоти. Мегуми рада, потому что это значит, что Сакамото не виноват. Однако Марита прерывает ее, крича, что нельзя делать поспешных выводов и нельзя доверять Ако. Ако настаивает, что это она испортила готовую выставку. Затем Марита говорит, что она солгала о том, что выставка готова, и предупреждает всех одноклассников. Май-чан спрашивает, откуда он знает, что она не была готова, ведь они оба ушли, не увидев подготовленную выставку. Разозлившись, что все идет не так, Марита бежит, чтобы раскрыть личность девушки за дверью. К всеобщему удивлению, они обнаруживают, что это Сакамото, который использовал гелий в своем голосе, чтобы разоблачить ложь. Майя-чан начинает расспрашивать их, чтобы они признались. Марита хватает воздушный шар с Йетти, готовый лопнуть его и признаться, что они испортили воздушные шары, угрожая сделать это снова. Они оправдывают свои действия, говоря, что несмотря на всю проделанную работу, никто не пришел посмотреть выставку, считая ее провальной. Сакамото вмешивается с воздушным пистолетом, требуя, чтобы они отпустили заложника Йетти, иначе он выстрелит. Они насмехаются над ним, говоря, что он не может стрелять из воздушного пистолета. Но они пугаются, когда Сакамото удается лопнуть воздушный шар, утверждая, что он промахнулся и больше не промахнется. Они говорят, что это случайность, но он лопает еще 2 шара, и они пугаются. Собираясь лопнуть еще один, Марита прыгает, чтобы закрыть выставку. Тогда Сакамото улыбается и говорит, что никакого вреда нет. Кубота лопает воздушные шары. Солнечный свет отражался от зеркала Кубаты и лопал шары, создавая забавную ситуацию. Наконец, мальчики извиняются и признаются, что испортили воздушные шары, потому что чувствовали себя обделенными и завидовали тому, как весело всем было работать вместе. Их ввели в заблуждение несколько слов, в том числе создание плакатов с фотографиями разыскиваемых преступников. Они решают присоединиться и вместе закончить выставку. Однако у них закончились воздушные шары и гелий. Следуя идее Сакамото, они проявляют изобретательность и используют сладкую вату Хаябу, чтобы создать специальную презентацию, которая привлечет много людей на их выставку. В старшей школе Габукун из-за холодной погоды во время обеда во дворе никого не было. 3 девочки решили пообедать там, наслаждаясь тишиной и красивым видом. На заднем плане Сакамото и Кубота едят свой обед, стараясь не обжечься. Сакамото даже жонглирует едой. Мегуми наблюдает за ними и вспоминает, как познакомилась с Сакамото и рассказывает свою историю. Это произошло в феврале прошлого года, во время вступительных экзаменов. Рука Мегуми дрожала от холода и волнения. Она случайно уронила ластик во время экзамена, и Сакамото попытался помочь, почти коснувшись ее руки, когда пытался его поймать. Но он поймал его до того, как он упал, согрел его трением и вернул, что согрело ее руки, и она смогла написать экзамен. С тех пор Мегуми хранит этот ластик как талисман на удачу. Затем Майчан рассказывает свою историю. В дождливый день вступительной церемонии у всех были проблемы с тем, чтобы добраться до школы. Любимый зонтик Майчан сломался, и ей стало жаль Сакамото, у которого тоже вывернулся зонтик. Но потом Сакамото удивил ее, умело собирая дождевую воду перевернутым зонтиком. Он превратил дождливый день в праздник. И теперь дождливые дни для Майчан – это радость. Наконец, Кана рассказывает свою историю.
За день до вступительной церемонии она пошла за учебниками в столовую, но забыла свою сумку. Неся все свои учебники, она столкнулась с Сакамото и споткнулась. Каким-то чудом Сакамото подхватил ее учебники как принцессу, и ни один из них не пострадал. С тех пор она чувствует, что должна лучше заботиться о своих вещах. Для девочек эти моменты с Сакамото стали особенными воспоминаниями, и каждая считает, что их встреча была лучшей. Позже Кубота и Сакамото проходят мимо них, и Кубота напоминает Сакамото о том дне, когда они познакомились. Сначала Сакамото не помнит, но Кубота помогает ему вспомнить. В тот день у Кубаты была странная бородавка на руке, и он пытался скрыть ее пластырем. Пластырь отклеился, и Сакамото поднял его и надел на палец как импровизированное кольцо. Но Сакамото этого не помнит, поэтому он извиняется. Девочки, выслушав истории, решают, что встреча Кубаты была самой романтичной. В классе Сакамото читает вслух, увлекая класс, а Кубота очарован присутствием Сакамото. Когда приходит очередь Кубаты читать, он погружается в свои мысли. И учитель игриво предполагает, что он, возможно, смотрит на кого-то, кто ему нравится. Это вызывает смех. Кубота читает, вспоминая, как Кобаяши сообщил своей матери Сидзиме о своих успехах в учебе благодаря влиянию Сакамото. На следующий день Кубота заболел, и его мать велела ему отдохнуть, а сама сообщила в школу о его болезни. Однако Сидзиме ходит в школу вместо него, выдавая себя за его сына, чтобы быть ближе к Сакамото. На уроке кулинарии Сакамото впечатляет всех. А Кубота удивляет всех, отлично приготовив мисо-суп, и говорит, что научился этому у своей матери. Попробовав блюдо, Сакамото хвалит его насыщенный вкус. Он предлагает Куботе попробовать. Сидзиме с трудом сдерживает волнение. Но как только она собирается попробовать мисо, которое Сакамото поднес к губам, она крадет тарелку. И все девочки борются за то, чтобы поцеловать Сакамото. Сидзиме бросает на Ану ненавидящий взгляд, но вспоминает, что должна вести себя как ее сын и сдерживать гнев. В следующей сцене им нужно переодеться для физкультуры, и они оказываются в раздевалке. Сидзиме пытается устоять перед искушением взглянуть на пресс Сакамото, но в конце концов решает убежать, чтобы сохранить самообладание. Начинается урок физкультуры, и им нужно бегать по дорожке. Какуто злится, когда видит, что Сакамото хвастается, бегая в стиле теории эволюции Дарвина. Из-за его огромной скорости Какуто не может сделать ему замечания. Но вдруг он видит Кубату, то есть Сидзиме, бегущего рядом с Сакамото, что сильно его удивляет. Сидзиме, желая прикоснуться к нему, пытается догнать его, но падает и разбивает свое ожерелье из ракушек. Сакамото возвращается и протягивает ей руку, но она отказывается и уходит. Сакамото слышит, как одноклассники обсуждают странное поведение Кубаты в тот день. Он также замечает разбитую ракушку, что вызывает подозрения. В классе Сидзиме понимает, что Сакамото видит в ней своего сына и сожалеет, что упустила шанс сблизиться с ним. Разговор Мариты и Исуды о телосложении одноклассников настораживает ее. Когда они решают проверить грудь Кубаты, Сидзиме уже готова сдаться, но Сакамото ловко отвлекает их, спасая Сидзиме. Погруженная в воспоминания, Сидзиме принимает свою роль матери и решает пойти домой, чтобы позаботиться о сыне. Наступило Рождество, и двое парней собирались пойти на веселое свидание с друзьями, но их друг не пришел. Теперь им нужен кто-то еще, чтобы составить им компанию. Вдалеке они видят Сакамото, который проверяет, сколько людей в округе. Парни подходят к нему и спрашивают, не хочет ли он пойти с ними на рождественскую вечеринку. Сакамото не знает, что такое свидание с друзьями, поэтому они объясняют, что это когда несколько человек собираются вместе, чтобы поговорить и поделиться чем-то. Они говорят, что это поможет ему понять, как люди взаимодействуют. Сакамото соглашается, и они все идут в караоке. За столом девушки предлагают представиться. Девушки по очереди представляются. Сначала Мики, студентка колледжа, потом ее подруги Юка и Юи. После этого представляются двое парней. Рё, студент колледжа, и Кухэй, друг Рё. Наконец, Сакамото тоже представляется. Девушек интересует, почему он в школьной форме. И Кухэй объясняет, что Сакамото любит косплеить. Юка и Юи выражают свой романтический интерес к Кухэю и Рэ соответственно. Но, к удивлению, ни одна из девушек не проявляет интереса к Сакамото. Парни обсуждают свои мечты. Рё хочет открыть бар, а Кухэй собирается возглавить стоматологическую клинику своего отца. Когда девушки спрашивают о мечтах Сакамото, он рассказывает о своем желании работать в НАСА и найти новый дом для человечества из-за неопределенного будущего Земли, что вызывает интерес у девушек и заставляет парней нервничать. Чтобы сменить тему, Рэ предлагает сыграть в игру, в которой проигравший платит штраф, используя игрушку Бегемота, чтобы определить, кто из них М или С Сакамото, поначалу растерявшись, проигрывает, но умело манипулирует ртом Бегемота мягкими прикосновениями, заставляя девушек заинтриговаться и задуматься о его нежной натуре. Обеспокоенный тем, что Сакамото затмевает его, Рё пытается продемонстрировать свои певческие способности во время караоке.
Кухей пытается помешать Рё, но Сакамото удивляет всех, имитируя звук саксофона рукой, чем еще больше привлекает внимание девушек. Девушки хотят спеть, но Сакамото снова привлекает внимание, мгновенно находя нужную песню. Чувствуя себя обделенными, Кухей и Ре объединяются против Сакамото. Они заказывают напитки для всех, включая Сакамото, которому они заказали 100% колу. Обманом заставив Сакамото выпить стакан колы, они просят его спеть. Сакамото соглашается и удивляет всех, исполнив оперную песню на немецком языке. Парни в восторге, думая, что это плохая песня, потому что, по их мнению, девушкам не нравятся классические мелодии. Они также с нетерпением ждут, когда Сакамото рыгнет. Но, хотя девушки не понимают языка, они очарованы прекрасным голосом Сакамото. Внезапно в дверях появляется толпа девушек, привлеченных его пением. Рэй и Кухей все еще ждут, когда Сакамото рыгнет, и наконец это происходит. Но Сакамото ловко скрывает это, безупречно исполняя песню на немецком языке, впечатляя всех. Это привлекает еще больше девушек в караоке-бар, и все они хотят быть с Сакамото. Сакамото замечает, что в зале слишком много людей, нарушающих правила. Поэтому он решает уйти, поблагодарив всех. В конце концов, Кухей и Рэ остаются одни в караоке-баре, а девушки следуют за Сакамото. Позже мы видим Хаябусу дома, который пытается справиться со своими братьями и сестрами, пытаясь заполнить пустоту, оставленную их отсутствующей матерью. Его отец, чувствуя потребность в материнской заботе, приглашает Хаябусу на французский ужин в тот вечер, чтобы познакомить его с женщиной, которая могла бы стать их новой матерью. Хотя Хаябусе не очень нравится эта идея, он соглашается ради своих братьев и сестер. Его отец хочет, чтобы Хаябуса вел себя как богатый наследник, и Хаябуса обращается за помощью к Сакамото, чтобы тот научил его этикету. Сакамото объясняет, что элегантности нужно учиться, но он готов помочь. Он поручает Хаябусе найти новый пиджак размера XL. Сакамото придумывает план. Он будет прятаться за Хаябусой, готовя еду, а Хаябусе нужно будет только жевать то, что Сакамото положит ему в рот. Во время ужина партнер спрашивает Хаябусу о его крепком телосложении, думая, что это из-за боевых искусств. Чтобы спасти ситуацию, Сакамото рисует на салфетке, а Хаябуса говорит, что борется за мир. Отец, оказавшись в затруднительном положении, говорит, что сила его сына в том, что он делает подношение у памятника мира. Официант приносит улиток, которые Хаябуса не любит. Несмотря на то, что он старается ради своих братьев и сестер, он не может их есть. Сакамото превращает это в испытание, заставляя улиток казаться вызовом для Хаябусы. Воодушевленный, Хаябуса сопротивляется и съедает их. Во время десерта шеф-повар спрашивает, понравилась ли еда, и его партнер-отец просит его ответить по-французски. Хаябуса, не зная, что сказать, пробует разные слова. Сакамото пишет на своей тарелке, отлично спасая ситуацию. Выйдя из ресторана, Хаябуса прощается с отцом, а женщина приглашает его на приватную беседу. По дороге домой Хаябуса говорит Сакамото, что женщина может стать их матерью, и признает, что ему еще многому нужно научиться. Однако они заблудились, потому что оказались не на своей территории. Пока они идут, Хаябуса встречает бандитов, которые хотят навредить его отцу и его партнеру. Сакамото советует ему не вмешиваться, иначе женщина поймет, что он бандит, и раскроет их обман. Чтобы сохранить прикрытие, Хаябуса предлагает поменяться ролями, и Сакамото становится лицом противостояния. А Хаябуса будет выполнять физическую часть, оставаясь в тени. Сакамото противостоит бандитам, и в одно мгновение руки Хаябусы быстро расправляются с ними. Однако, когда отец убегает и прячется за Сакамото, он признается, что женщина вымогательница. И весь ужин был уловкой, придуманной его старшим сыном, чтобы помочь ему и его младшим братьям и сестрам. Один из бандитов пытается напасть на Сакамото сзади с палкой, но Хаябуса блокирует удар рукой, раня себя. Начинается снегопад, и Сакамото рассказывает историю о мальчике, который так любил свою семью, что попробовал французскую кухню и мутировал из-за отсутствия антител. Им удается обмануть всех, заставив поверить, что тело Хаябусы мутировало, и теперь у него 4 руки. Это пугает бандитов, и они убегают. В суматохе отец Хаябусы теряет сознание. В конце концов, Хаябуса должен нести отца на спине всю дорогу домой, размышляя о неожиданном повороте событий. В большом городе происходит что-то особенное. Впервые за много лет выпал снег. Сакамото и Кубота идут в школу. Кубота ворчит, что холодно, но Сакамото одет в обычную школьную форму. Он говорит Куботе, что никогда раньше не видел снега на земле, удивляя своего друга. Кубота думает, что еще мало знает о Сакамото, но верит, что скоро все узнает. Ацуши, один из их приятелей, лепит потрясающего снежного кролика. Марио и Кенкен в восторге. Сакамото присоединяется к ним, и Ацуши говорит, что знает, что Сакамото впервые видит снег. Он предлагает научить Сакамото играть в снегу. Сакамото благодарен и внимательно слушает. Ацуши говорит, что первое, что нужно сделать, это оставить свой след на снегу, чтобы его увидели прохожие. Сакамото спрашивает, зачем это нужно, и Ацуши отвечает, что особой причины нет.
Затем наступает очередь Сакамото, и вместо того, чтобы просто упасть куда попало, он приземляется на след Ацуши. Эти два следа вместе заставляют Марио подумать, что он уже видел это раньше, например, на рисунке Леонардо Ди Каприо или в медицинских книгах, как символ метаболизма. Сакамото соглашается, говоря, что это похоже на человеческую диаграмму из медицинских книг. Позже Ацуши показывает Сакамото, как слепить снеговика. Сакамото замечает, что снеговик немного шатается и решает добавить еще снежков, хотя Ацуши говорит, что не нужно. Новый снеговик получается высоким, с 9 снежками. Кен-Кен и Марио в восторге и просят Сакамото поделиться секретами. Ацуши расстраивается, потому что чувствует, что у Сакамото получается лучше, чем у него, и он не может сравниться. Внезапно появляется Фуке и предлагает Ацуши сразиться с Сакамото в снежки. Фуке считает, что Ацуши должен предложить это, если хочет, чтобы его заметил. Ацуши принимает совет и вызывает Сакамото на дуэль в снежки с одним простым правилом. Кто попадет под снежок, тот проиграл. Сакамото соглашается и начинается дуэль. Ацуши уверен, что победит. Но ему не удается попасть в Сакамото ни разу. Сакамото уворачивается от всех снежков Ацуши, а когда Сакамото отвечает, это происходит так быстро, как из пулемета. Ацуши прячется и не может бросить ни одного снежка. Он решает подождать, пока у Сакамото закончатся снежки, но ему очень холодно, а Сакамото, кажется, совсем не мерзнет. Сакамото заворачивает что-то в снег и бросает в Ацуши. Ацуши думает, что это бомба, и пытается напасть неожиданно. Но вместо этого его сбивает снежок Сакамото. Ацуши проигрывает, но ему тепло. Оказывается, Сакамото положил в снежки грелки для рук, и даже в снежке, который Сакамото бросил в него, была грелка. У Сакамото в куртке были грелки для рук, поэтому ему не было холодно. Чувствуя себя побежденным, Ацуши идет домой один. Плачет, потому что для Сакамото это была не настоящая дуэль. Пока он плачет, подходит Фуке и говорит, что если бы не Сакамото, она бы не попала в такую передрягу. На следующий день, когда снег тает, Сакамото строит новый дом для своих друзей-птиц. Марита, вспоминая окончание своего первого года, испытывает чувство ностальгии. Тем временем Мегуми планирует показать фотографии за весь год. Майчан находит элегантную фотографию Сакамото, сделанную Мегуми в дождливый день. Девочки впечатлены и просят копии этих работ. Мегуми показывает смелую фотографию Сакамото, сделанную во время марафона, и девушки заказывают кофе. А Ацуши, пытаясь казаться крутым, не заказывает кофе. Кен-Кен и Марио ищут Ацуши для срочной встречи, но он их прогоняет, ведя себя странно. Во время встречи Мараяма говорит, что Фуки не закончит школу из-за пропусков, и в следующем году у них будут новые одноклассники. Мальчики спрашивают о слухах, что Фуки не закончит школу, и Хаябуса предполагает, что Фуки что-то ищет, и советует другим не поддаваться на его уловки. Обеспокоенный отсутствием Ацуши, Хаябуса узнает от Марио и Кен-Кена, что Ацуши ведет себя странно. Вернувшись в класс, девочки настойчиво просят у Мегуми еще фотографии Сакамото. Сьерра пытается привлечь внимание рассказом о поездке на пляж. Но мальчики дразнят его из-за его веса. Кубота случайно попал на фотографию с девушками, и они не могут поверить, что он был местным дайвером на пляже в тот день. Анна смущается из-за фотографии, и мальчики просят копии, что и было ее планом. Девочки интересуются фотографиями плавок Сакамото, но Мегуми их не сделала. Яги и Танака находят фотографию, на которой Мегуми случайно запечатлела Сакамото в плавках, и просят большие копии. День заканчивается тем, что все благодарят за то, что они были частью класса, кроме Ацуши, который уходит из класса. В одиночестве он держит в руках фотографию с поездки на пляж, вспоминая момент, когда друзья пытались отговорить его от прыжка в воду. Фуке появляется, чтобы доказать, что он не хуже Сакамото, и предлагает научить его, как вернуть себе уверенность и победить Сакамото. Ацуши сжигает фотографию, соглашаясь на предложение Фуке. Перенесемся в 57-й выпускной день в старшей школе. Все нарядились для этого важного дня. Но есть один первокурсник по имени Сира, который попал в забавную ситуацию. Он полуголый и дремлет, как и некоторые другие первокурсники. Ученик, произносящий прощальную речь, парень по имени Сакамото, и у него есть сюрприз для всех. Сакамото встает во время речи и приводит всех в восторг, особенно первокурсников. Он подбрасывает волейбольный мяч в воздух и... сюрприз. Он выбивает еще один потерянный мяч у выпускников. Сакамото ловит его как супергерой и говорит, что это особенный сувенир. Затем он начинает свою речь, благодарит и советует не жалеть о 3 годах в старшей школе. Но подождите, есть еще кое-что. Пока Сакамото говорит, появляется Ацуши с остальной битой. О нет, Какута пытается остановить его, но Ацуши чуть не бьет его по голове. Страшно.
Ацуши идет к Сакамото, требуя, чтобы тот исчез. Но Сакамото не пугается. Он просто просит тишины, и все начинает сходить с ума. Хаябуса и другие мальчики пытаются остановить Ацуши, но он полон решимости испортить речь Сакамото. Хотя Ацуши продолжает размахивать битой, Сакамото каждый раз уворачивается. Это похоже на крутой спектакль, Ацуши все больше злится, но Сакамото остается спокойным. Он даже забирается на крышу, и Ацуши следует за ним. В какой-то момент Ацуши чуть не падает, и это беспокоит всех, кто смотрит. Но Сакамото вовремя спасает его. Теперь Ацуши очень зол и хочет, чтобы Сакамото отпустил его. Он начинает бить его по рукам битой. Люди начинают задаваться вопросом, было ли все это спланировано. Мегуми хочет помочь, но Кубота говорит ей доверять Сакамото и не вмешиваться. Ацуши злится на Сакамото, обвиняя его в том, что он притворялся, что ему не все равно, хотя на самом деле ему было все равно. Он продолжает бить Сакамото, плачет и спрашивает, почему Сакамото беспокоится о нем. Но Сакамото видит что-то особенное в том, как Ацуши проявляет свои чувства. Ацуши не верит ему, поэтому Сакамото говорит ему верить в себя. Руки у него уже в крови от ударов. Поэтому он отпускает Ацуши. Но перед тем, как Ацуши падает на землю, Сакамото делает что-то очень умное. Он использует свои брюки как веревки, чтобы поймать Ацуши и аккуратно опустить его вниз. Ацуши тронут тем, что Сакамото пошел на такое, чтобы спасти его. Он благополучно приземляется и, держа Ацуши за руки, заканчивает свою речь. Все хлопают и аплодируют. Теперь сцена меняется. Хаябуса обрабатывает раны Сакамото, а Ацуши плачет и снова извиняется. Хаябуса успокаивает его, говоря, что они знают, что это был план Фуке. Сакамото отправляется в медпункт на лечение. Но знаете что? Появляется Фуки и расспрашивает Сакамото обо всем. Сакамото спрашивает, заканчивает ли Фуки школу, но Фуке говорит, что нет. Он делится своим мрачным видением жизни после окончания школы. Как страшное море, в которое нельзя войти, потому что это конец. Он говорит, что поэтому не хочет заканчивать школу, наблюдая, как другие каждый год сталкиваются с этим страшным морем. Сакамото находит эту идею невыносимой и говорит, что предпочел бы отправиться в море, чтобы открыть для себя что-то новое. Когда Сакамото уходит, он видит, что Хаябуса готовится к бою с Фуки. Он останавливает его и предлагает лучший план. Когда выпускной подходит к концу и все расходятся, Хаябуса и другие мальчики приходят поздравить Фуки. Они отвлекают его, и Сакамото делает свой секретный прием удар коленом. Фуке падает в толпу учеников, и они выталкивают его за дверь, очень смущенного. Кубота рассказывает, что все закончилось хорошо. Ацуши не попадает в неприятности. Фуке не возвращается в школу и начинает новую жизнь. Но 23 марта, во время церемонии закрытия, Кубота делится слухом, который его огорчает, и позже он подтверждается. Сакамото говорит всем, что уезжает, чтобы присоединиться к специальной программе в аэрокосмическом агентстве на другом конце океана. Он будет работать над проектом по отправке людей на Марс. Перед отъездом одноклассники и даже учитель пытаются в последний раз смутить его. Они бросают в него пироги, но он ловко уворачивается. Прощаясь, они обещают стать лучше и добиться успеха, пытаясь попасть в него пирогами. Перед самым отъездом Хаябуса останавливает его и спрашивает, собирается ли он в Соединенные Штаты. Сакамото не дает прямого ответа. Сакамото направляется к главным воротам, и его друзья из окна класса, с лицами, испачканными пирогами, прощаются с ним и называют его хорошим другом.